Ну что, да, привет еще раз. Ну что, уважаемые зрители, работа над ошибками, все комментарии прочитаны, изучены. Сейчас по каждому комментарию пройдемся отдельно. Значит, кто-то писал, что Виктория в кадре сидит, вяжет, мешает. Вот, как вы видите, ее в кадре больше нету. Спасибо Да, да, вам, вы да, да. делаете канал сильнее. Вот. То, что она перебивала, не давала закончить мысль, все, теперь, ну, заткнись и не Всё, я вообще, теперь даже да, вообще. не смей даже Да, что-то говорить. да. Вот. Вот этот бот, да, я тебе говорил, который там писал какие-то гадости. Откуда они берутся? Ну, вообще есть такая теория, когда ты этой темы касался, что если это даже не живые люди, в каком контексте? Это бот, который просто залетает в определенную, когда искусственный интеллект видит определенную тему, эти боты туда заходят и начинают просто поднимать хаос с определенными целями. То есть нужно поднять определенный гнев у людей, а во время гнева человек всегда говорит правду. Ага. То есть особенно, когда ему нужно оправдаться. Эта тактика применяется в правоохранительных органах. То есть тебя нужно спровоцировать, и во время гнева, то есть ты оправдываешь, ты всегда говоришь правду. И Класс. там определенные вещи, можно про тебя много чего узнать, и, соответственно, кому нужно, эта вся информация долетает. Поэтому лучше не реагировать. У меня тоже есть соцсети, да, там свои, ну, я выкладываю короткие видео, и у меня есть видео-миллионники. И вот там это очень четко наблюдать. То есть если полностью абстрагироваться и посмотреть на это все со стороны, то там очень видно. Они заходят, поджигают, и вот если никто не реагирует, все, они просто, ну, они больше ничего не делают. Но фишка-то в чем? Если ты только отвечаешь ему что-то, ну, в ответ, там начинается дальше культивация всего этого. Да? Включается второй бот, третий, ну, и там начинается просто атаки. Серьезно? Ну, это очень интересно Слушай, наблюдать. точно так же психопаты себя ведут. Ну, если это человек, если ты это сейчас смотришь, мои соболезнования, правда. Ну, мне тебе искренне жаль, прости лично меня, пожалуйста, что нормальные мужики по психологам не бегают, зашкварился. Кто вообще говорит зашкварился? Это было лет 5 назад. Ну, как-то мувитон уже, если честно. В общем, прости меня, пожалуйста, мне тебе искренне жаль. Ну, он в блоке уже. Береги себя, ну да. Лучше блокировать, как я тебе уже говорил, в каком контексте. То есть, если он отвечает, реагирует только на себя, окей. Если он начинает реагировать и бросать говно на вентилятор на твоих адекватных зрителей, то это уже, конечно, ну такое себе. Они же не готовы к такому хейту, поэтому они могут замыкаться и все. Поэтому адьос нахрен. По поводу нецензурной брани. Там несколько человек писали, да, что Виктория, как вы удерживали вот это Я вот все. возбуждалась. Да, там женщины. Во-первых, я всегда определяю не по половым признакам. В первую очередь для меня ты человек. Да, без пола, там, ну, каких-то других. Дальше я уже начинаю тебя идентифицировать, там, мужчина, женщина, да, там, половые принадлежности, кто-то там, предприниматель, там, ну, то есть все, ну, вот таким образом это идет. Поэтому, в первую очередь, это человек, а не, там, женщина и все остальное. Ну да. Но это обычно так ведут себя девушки, женщины, которые очень любят играть в эту игру. Я девочка, мне можно. Мне все можно, да? Да, вот это вот все. Накакать на голову. Ну, я девочка. Я тебе с дробовика в коленку выстрелю, ты не смей меня, не смей ты. Ну, я же девушка, ну как ты можешь, да. И потом следаку сидит, обтекает, рассказывает, что она девочка, он ее обидел, как он мог, этот мужик. Ладно, шутим. По поводу нецензурной лексики, брани, тоже вам немного сочувствую. Я 15 лет, я в прошлом видео говорил, я 15 лет не выражался матом, и в том году я позволил себе это делать. И вот как только... То есть есть разница, когда я принимаю это, и есть разница, когда я себе это запрещаю. Там, ну, пример возьмем, есть люди, которые употребляют чрезмерный алкоголь, и они себе, когда они себе запрещают, они начинают, условно говоря, кодироваться и все остальное. И вы замечаете, кодированные люди чаще всего, там, я сколько их видел, 99% это люди просто не в адеквате, не агрессивные. Потому что агрессия просыпается от подавления. То есть вот эта энергия, она же не уходит никуда, и начинается вот эта вся история. То есть когда я в себе тоже подавлял вот эту нецензурную лексику, в себе лично подавлял, я, когда слышал, кто-то матерится, меня это тоже триггерило. Я реагировал как-то немного некорректно. Ну, типа, фу, как ты можешь, там еще что-то. Как только я, во-первых, позволил себе, и, понятно, там я первую неделю выражался чаще, потому что накопилось за 15 лет. Потом это становится все меньше и меньше, и когда мне это хочется делать, я просто стал это делать. И неважно где, неважно как, да, то есть я просто, мне захотелось, я это сделал. И это гораздо лучше, чем терпеть. И
самое интересное, что как только я себе это принял, позволил и разрешил себе это делать, я могу смотреть любое видео, я могу общаться с любым человеком, и если он матерится даже через слово, я вообще на это не обращаю внимания. То есть это не то, чтобы, типа, ну, уровень нормы. Нет, это просто, ну, хорошо. Вот он такой человек, он выражается. Я с ним общаюсь, я не застряюсь на вот этих словах. Я беру оттуда необходимую мне информацию, вот и все. Поэтому тоже, ну, юмор там посмотреть, ну, нынешний современный. Да, есть такие, типа, современная музыка, инстасамка, по-моему, я как-то полтрека успел послушать, ну, у меня кровь с ушей пошла, понятно, Да-да. там вообще жесть, это не путать, как это выражение, сладкое с кислым, типа такого, да, то есть не стоит путать вот такие вещи. Есть уже неадекватные истории, есть адекватные. Вот, отдельный респект за красивые ножки. А я читаю, Я думаю, старался. кому? Тебе или Конечно, мне, ты чего, офигеть. Слушай, ну да, они Я у тебя- же там размахивал. вот Да, так вот. они у тебя такой правильной формы, коленки такие тоненькие, Да, действительно. Да. Вот. A few moments later. Вы, когда шли в школу учиться, вы тоже с первого дня знали алфавит и там математику и все остальное? А теперь представьте, вы берете первый раз в своей жизни вилку, ну, вы были совсем маленькие, да, и вам родитель говорит примерно то же самое, что вы написали комментарии. Ну, не камильфо же совсем. И это все мы всегда учимся, всегда у нас есть люди, кто-то выше по интеллекту, кто-то ниже, кто-то в середине, но мы прекрасно знаем и осознаем, чтобы учиться, нужно выбирать людей, которые в чем-то, в конкретном, вот в этом умнее, чем я. Я тоже так делаю. Я общаюсь с людьми в конкретных аспектах своей жизни, чтобы обучиться, он должен быть умнее, опытнее, грамотнее. Слушай, я вообще люблю людей, которые вот там на голову выше в каких-то определенных знаниях. Ну, там, я наоборот, я обожаю прям вот, как сказать, оргазмирую, кстати, втихаря. Поэтому, уважаемые, да, зрители, здесь вопросы к вам опять же. Почему вы так реагируете? Сейчас они мне напишут, что как я смею оргазмировать. Я еще оргазмирую, представляешь? Ну, да. Зависть это, вот она всегда зависть, неважно в каком возрасте, она всегда проявляется одинаково. Как Да? вот как в детстве, условно в 4-5-летнем, так и в 45, 55, там, 30-летнем, неважно в каком возрасте, она проявляется всегда одинаково. Просто тогда, условно, когда тебе было 3 годика, 4, у тебя кто-то что-то отобрал, либо там маму кто-то потрогал, и ты заревновала, ты начинаешь тут же действовать, там, либо отбираешь, то есть физически, потому что ты не можешь изложить это текстом. А когда ты уже взрослеешь, ты понимаешь, что это, физически проявлять как-то будет некорректно, посудить, а словесно ты начинаешь это все дело там вуалировать, там такие текста, только чтобы нет, я не такой. Слушай, а как можно избавиться, вот скажи людям, от зависти? Или это, уже навсегда? Нет, Просто- почему не да? навсегда, ни в коем случае. Просто моя мама всегда говорила, что есть люди, которые работают, одна часть, и есть люди, которые завидуют. Может быть, зависть как мотивация, например? Знаешь, я хочу зависть красиво- можно перевести в Мотивацию, да? в некую мотивацию, но это будет тоже не совсем просто и не совсем быстро. Понимаешь, здесь инструментов много, но лучше это делать со специалистом, с тренером, не знаю, там, с каким-то человеком, который уже путь этот прошел и просто проведет за руку. Потому что, да, можно самому, понятно, не у каждого есть на это финансы, не у каждого на это есть желание, вот. Но в целом зависть – это что? Это точка роста. То есть вот на что ты реагируешь, вот это и есть то, куда то, что тебе нужно прокачать. То есть, есть такое понятие, что когда мы даем советы, мы даем их не людям, а себе. Да. И как только ты меняешь угол взгляда, и я там пересматриваю свои интервью, там, допустим, 4-летней давности, по-моему, да, я пересматривал, и когда я смотрю, что, понятно, там, как я сижу в кадре, что я говорю, но как только вот меняю угол, что я говорю это себе, я такой, тогда, элементарно. Класс. То есть у кого что болит, тот о том и говорит. На самом деле, вот, что болит, это и есть точка роста. Мы когда там создавали определенное бизнес-сообщество, да, когда-то давно, и приходит человек, он со стороны что не видит. Я говорю, что тебе важно там, когда ты там будешь строить бизнес? Мне важно, чтобы меня там партнер не кинул. Понятно, все, тебя уже кинули раз. То есть, видишь, это примерно про это. То есть, или там, мне важно, чтобы там было все по-честному. Но, опять же, обманывали человека. Просто человек сам, который об этом говорит, он не замечает, потому что, это уже ты внутри системы, ты не замечаешь. Когда смотришь над системой, это все прекрасно видно. Поэтому во время любого диалога, во время собеседников, вот и тебе тоже могу порекомендовать учиться слушать.
не слышать, а слушать именно Слушай, а внимательно. я знаю, что это у меня ошибка такая. Да, учиться Так, слушать. тебя сколько здесь не будет? Не В понял вопрос. Хургаде. Ну, ты уже уезжаешь скоро? Сколько тебя не будет? Не знаю, у меня нет такого Не-не, графика. ну, несколько месяцев, да? Не знаю, не могу тебе А, сказать. ну вот, когда ты прилетишь в следующий раз, я уже буду уметь слушать. Вот когда я, помнишь, рассказывал в предыдущем видео, что я обучался у человека по выходу из депрессии, который помогал мне выходить из нее, да, по-моему, на второй консультации он мне дал задание очень классное. Я могу тебе его тоже порекомендовать. Особенно вот это задание поможет людям, которые любят раздавать советы бесплатно. И вот они такие, вот все Гуру. живут немного не так. Я там, что-то я умнее других. Пора бы, тяжело найти людей, которые умнее тебя. И все остальное. Он мне дал шикарный совет, а точнее задачу поставил. Нужно пойти в общество и перестать давать советы. И так совпало, это было в Хургаде, была встреча предпринимателей, самозанятых здесь, такое, типа, нетворкинг мероприятие. Тут, в Хургаде? Да, было. И я такой, как шикарно все совпало, да? Я прихожу туда, я сажусь, а там был формат мероприятия, люди знакомятся, и человек приходит с проблематикой в конкретном своем бизнесе, там, либо в своей, в какой-то сфере Класс. деятельности. И все остальные дают бесплатные советы. Представляешь, как классно, в какой Супер. среды выпал, Чего да? меня не позвали? Я не знала, представляешь? И я, прихожу туда, сажусь. Так совпало, что вот стол был прямоугольно очень длинный, так я сел, как это правильно, в общем, На угол, да? всех видел, да. Ага. И там доходит очередь. Тебе есть что сказать? А мне есть что сказать. Ты представляешь, как это сложно сесть. Это, не знаю, Ну, это да. это сложнее, чем терпеть, когда очень хочется в уборную. Прям Ну, очень, очень сложно. Когда ты привык все время говорить людям, что-то советовать, рекомендовать, я такой, нет, нечего сказать. Прям, а мне есть... А я вижу, особенно, когда человек обозначает определенную проблему там, в предпринимательской деятельности, а мне есть... Тем более, там, я через это проходил. Да, я знаю, да, что там, да, все гениально просто. Я всегда все, из сложного делаю простое. Там, не надо строить костыли. А ему еще накидывать советы, которые топят его. И я знаю, что вот если он будет их слушать, точнее, не слушать, а будет делать то, что они говорят, ему все, хана. Он просто не выживет. И там вопрос лишь времени, да, или когда я вижу, что там лошадь сдохла, слезь с нее, добей и займись чем-то другим. Да, Там, да. Чтобы двинуться дальше, нужно бросить старый чемодан. Шикарное выражение. Вот. И, оно видно. И надо молчать, молчи. И так кругов 6, наверное, или 7 прошло. Вот, когда мне доходит очередь, есть что сказать им? И где-то вот на 7-8 я уже просто сел, принял позу, условно говоря, расслабляющую. И когда все закончилось, я начал выходить. Ко мне подошло несколько человек, и я такой, подожди, я стою, вот у меня такой в голове некий парадокс. Я молчал, я вообще никому ничего не говорил, не советовал. Подошло несколько человек, и мы начали там коммуницировать, общаться. Я просто, я сказал, чем я занимаюсь, по-моему, на тот период, да, чем я занимался. И мы начали коммуницировать, общаться. И несколько человек подтвердили, отдайте мне, пожалуйста, совет. И вот опять, видишь, провокация такая, а мне нельзя давать советы. Я говорю, давайте так, я не буду вам давать совет, я задам вам встречный вопрос, ответив на который, вы поймете, что вам нужно делать. То есть вот такую тактику я для себя выбрал. И это был классный тренинг. И после этого я стал всегда, перестал давать какие-то людям советы и рекомендации. Если человек попросит, да, возможно, если мне этого захочется. Да. То есть и это определенная точка роста. Шикарно. Почему мне он поставил такую задачу? Я на тот момент там уперся в определенный потолок, да. Я вот не люблю говорить о финансах, да, но в целом там, был определенный потолок, который я просто не понимал. У меня уже начиналась истерика, то есть истерические там атаки, там все, что я не так делаю, там и все остальное. Он мне разложил там, что есть психика, есть мозг, да, и психика всегда тебя защищает, и, она тебя оберегает, короче. Самое главное, чтобы ты выжил вообще в целом, не умер. Если, условно говоря, там уперся в потолок, значит, психика понимает, что если ты получишь то, чего ты хочешь, тебе будет, все, ты можешь умереть. И она очень хорошо, трезво оценивает всю ситуацию, да. То есть, поэтому, если что-то не получается, возможно, человек к этому, скорее всего, не готов. Условно говоря, там, дай человеку $1 000 000, вариантов, как умереть, очень много с этим $1 000 000. Во-первых, от нервоза того, что эти деньги могут украсть. Во-вторых, там открывается путь в очень такие небюджетные удовольствия и тому подобное, да, там какие-то препараты, и там человек может просто себя закопать и зарыть. А потом, когда эти деньги закончатся, они закончатся очень быстро, человек просто выйдет с окна, потому что их больше нет.
Вот. И когда мы с ним разговаривали на эту тему, то есть вот он мне разложил, чтобы, ну, как это устроено, интересно. И он говорит, когда ты даешь человеку бесплатные советы, в особенности, да, там, в твоей деятельности, в чем ты хорошо разбираешься, если что-то умеешь делать, никогда этого не делай бесплатно. Это золотое правило. И он говорит, ты ставишь себе задачу, такой, так, условно говоря, ну, миллион – это условная цифра, да, там, условно хочу миллион. И такой, окей, подкидывается тебе человек в виде потенциального клиента. А ты такой, бац, ему все бесплатно рассказал. Второй раз, третий раз. Психика что делает? Себя нужно любить. В каком контексте? Всегда себя нужно благодарить. И самая, ну, одна из таких базовых благодарностей – это когда тебе за это заплатили. А вторая база уровень, ну, то есть такой более глубокий уровень, это когда ты сам себя благодаришь, покупаешь себе там хорошие вещи, качественные, там, да, это не про бренды, не про понты, это просто, ну, про какие-то качественные вещи, там, не знаю, носки, нижнее белье, обувь, очки, там, часы и так далее. Вот. Это про это. Но при этом психика что делает? Она видит, что ты просто профукиваешь свой потенциал и делаешь все бесплатно. Что она делает? Ну, какой рост финансов? Ты что, прикалываешься? Ты же не берешь за это деньги. И все. И она всегда потом откатывает назад и вот такой хлоп. Ну, хлоп это в смысле депрессия, там, хреновое настроение, жалость себе, меланхолия, типа, вот что я делаю не так, почему там какие-то клиенты неблагодарны, все остальное. То есть, ну, вот под это все подстраивается. Поэтому умеешь что-то делать, делай это с деньги. И иногда бывает, даже у меня там есть друзья, если касается моей какой-то профессиональной деятельности, я говорю, слушай, заплати мне $1, ну, просто, чтобы я этого не делал бесплатно. Да. То есть, ну, у нас, допустим, там, у меня друзей не так много, но в целом у нас так принято, мы, ну, если касается дел профессиональной деятельности, я всегда плачу. Там, да, и мне друзья там могут, ну, и, окей, если там не стандартный чек, который он берет там с других людей, я говорю, ну, вот $1, да, и там просто, чтобы я закрыл этот вопрос и никогда себя больше, ну, потому что психика за это очень сильно даст по попе. Шикарно. По заднице, да. О, мои дорогие подписчики, мне Сергей дал задание целый день молчать, ни с кем не общаться, чтобы я не давала советы и вообще молчала. Я решила поэтому уединиться вот так подальше от людей. Но он мне сказал, что нельзя общаться с моими дорогими подписчиками, поэтому я вот решила пообщаться с вами. Ох. Лежу вот, смотрю на небо чистое, на пальмочки, как ветер колышет листья пальмов, так романтично. Лежу и думаю, вот почему, значит, одни люди на хейт реагируют очень остро, прям так болезненно, а другие люди спокойно, даже не обращают внимания. Даже скажу более, что лично мне даже иногда не хватает хейта. Я думаю, так, где мои хейтеры? Что такое? Неужели я для моих хейтеров не интересна? Поэтому я решила найти какого-нибудь психолога на пляже, чтобы мне это объяснил. Я люблю хейтеров. Я думаю, что для многих это такая странная очень тема любить хейтеров. Типа за что, как, почему. Но хейтеры, они, вот первое, что самое важное они делают для меня, например, я в какой-то момент это прям поняла, и это дало мне такое, знаешь, успокоение. То, что они виралят мой контент, они распространяют ту информацию, которую я хочу донести, и я могла бы вкидывать туда кучу денег, просто немеренное количество, но они помогают мне это делать. И поначалу, знаешь, я переживала очень сильно, и у меня случился хейт, наверное, где-то несколько месяцев назад, такой прям серьезный большой хейт случился, когда мне писали «дура, тупая, насосала там», и вот это все. И я такая села, неужели создает такое впечатление. А потом я просто почитала комментарии под видео под своим и поняла, что люди комментируют не мое видео, не информацию, не меня. Они свои галлюцинации про меня отражают. И знаешь, я когда смотрю на хейтеров еще, я понимаю, что у меня такой образ сразу встает. И я представляю перед собой какую-нибудь женщину, ну, я не знаю, кто хейтеры твоего канала, но я представляю себе такую женщину, которая очень обижена жизнью, людьми, я не знаю, там, чем угодно, самой собой, которая в глубоком там состоянии депрессии, жопы, прости, в жизни. И ей нужно просто хоть как-то получить удовольствие от этой жизни. И я единственный способ для нее получить эмоции какие-то. И если таким образом люди от меня получают счастье, то тоже имеет место. Они помогают мне распространять контент, они
они становятся счастливыми. Я думаю, что таким образом моя миссия выполняется. И знаешь еще, почему я люблю хейтеров? Потому что они помогают мне понять, где еще есть моя уязвимость. Потому что когда я расту, развиваюсь, да, я уже достаточно давно там, и в психологии, и в бизнесе, и мне иногда кажется, что я уже неуязвимая. Вот я прям реально иногда чувствую это. Но хейтеры помогают мне понять, вот где еще все-таки есть моя уязвимость. И тогда для меня это не повод переживать, страдать, там, уходить в какие-то, знаешь, там, свои мысли. Для меня это повод посмотреть на себя и вот эту свою сторону либо прокачать, либо принять. И за это хейтерам, вот те, которые помогают мне таким глубоким осознанием себя прийти, я готова даже заплатить. Ну, не столько, сколько за рекламу, конечно. Вот, поэтому это, ну, это здесь воспринимать это не как, знаешь, как есть в психологии такое понятие, как можно реагировать на текст и на подтекст. И вот если реагировать не на подтекст, а на текст и вычленять там что-то полезное для себя, то хейт на самом деле может принести огромное количество пользы. Поэтому хейтеры, I love you. Пожалуйста, ваши комментарии, виральте контент, распространяйте, доставляйте себе радость, ну и помогайте понимать что-нибудь такое важное про меня, Виктории про нее, про канал. Поэтому вот, ну, что-то такое про хейтеров. Знаете, у Сергея такая жена красивая, интересная, умная. Вообще так приятно. Я когда зашла к ним домой, кричу: Сергей, познакомь с женой. И тут такая выходит женщина, такая мудрая, такая, знаете, располагающая. Ну, в общем, я сначала думала, что мне Сергей нравится, а теперь я понимаю, что мне его жена нравится. И вот дилемма, кто больше нравится. Есть такой момент, да, очень такой, наверное, важный, что если хейтер — это какой-то чужой человек, какая-то тетка или какой-то непонятный там человек под ником котик там или зайчик или кто-то еще, то понятно. Но если самый главный хейтер в жизни — это мама, муж, там, не знаю, друг, твой ребенок, то тогда это, конечно, уже сложнее, потому что слова людей, которых мы любим, с которыми мы живем, которые нам близки, они ранят нас больше. И вот тут уже тогда вопрос, наверное, про нарциссизм, про зависимости, про травмы. И там, конечно, уже к специалисту. Можно ко мне. Вот, и тут уже тогда скорее, ну, если ты все время живешь с человеком, который тебя хейтит, и он твой близкий человек, ты его слышишь и любишь, и понимаешь, то это уже такая очень, ну, не экологичная, травматическая тема. И вот здесь уже скорее нужно работать, наверное, с специалистом. Самому, наверное, тоже можно. Я думаю, что, ну, у многих людей, наверное, бывали такие ситуации. Но это тоже способ такой расти, трансформироваться, меняться, дойти до психотерапевта. Поэтому хейтеры, близкие люди — это другая история, и там немножко сложнее. Но тоже можно. И еще такой момент, если вы переживаете из-за хейта, из-за каких-то слов, которые вам говорят и которые вам не нравятся, и вы страдаете и вам больно, то вот здесь очень важно понять, что если что-то вас травмирует, то это, скорее всего, ваше непринятие себя, какая-то, возможно, проблема с самооценкой, потому что если мне сколько угодно будут сейчас писать, что, не знаю, у меня большой нос или кривые ноги, или там что-то еще со мной не так, но я в себе эту часть принимаю, и эта часть меня не беспокоит, то мне этот хейт абсолютно вообще там, да, по-зеленому. Но как только я в чем-то сомневаюсь или в чем-то не уверена, или у меня нет мнения на какой-то счет, то тогда меня очень сильно это травмирует. Поэтому формируйте свое собственное мнение про разные вещи, про себя, про то, что вам говорят, и вам будет сильно легче относиться к тому, что пишут вам хейтеры, потому что они пишут не про вас, они пишут про себя. Это очень важно понимать. Ну что ж, на сегодня все. Если выпуск был вам интересный, вы можете меня единожды отблагодарить, нажать на сердечко «Спасибо», которое находится под видео, и выбрать маленькую сумму. Я увижу от кого. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.